Имитация фахверка на фасаде своими руками. Фасад в стиле фахверк имеет многовековую историю. Полюбившийся европейский стиль заимствовали отечественные архитекторы и дизайнеры. В чем секрет популярности немецкой облицовки, каковы основные принципы технологии и как самостоятельно имитировать фахверк. Особенности немецкой технологии. Отделка фахверк – это своеобразная сетка из деревянных балок, нанесенная на облицовку дома контрастного цвета. Такое решение имеет ряд достоинств. Универсальность. Расшивка декоративными балками подходит как для небольших дачных домиков, так и просторных коттеджей. Фасад может сочетаться с другими стилевыми направлениями, характерными для определенной местности. Простота устройства. Технология не представляет сложностей. Главное заранее спланировать расположение балок и подготовить материал. Изысканность. Разнообразие фактур отделки стен и цветов позволяет создавать эксклюзивный фасад. Дизайн предполагает единство с природой. Наружный деревянный каркас придает дому особый шарм. Из минусов технологии можно отметить относительную дороговизну используемых материалов и недолговечность деревянных элементов. Выбор материала для устройства фасада. Срок службы, удобства монтажа и практичность эксплуатации облицовки во многом зависит от правильно подобранных материалов. Особое внимание надо уделить основанию под фасад фахверк и набивным планкам. Натуральное дерево или имитация. Выбор лежит между деревянными или полиуретановыми досками. Каждый материал имеет плюсы и минусы. Отличительные особенности балок из древесины. Натуральность и экологичность, красивый внешний вид, необходимость тщательной подготовки и обработки антипиренами и защитными пропитками, подверженность гниению, дороговизна. Достойная альтернатива дереву – полиуретановые балки. Главные преимущества полимеров – правдоподобная имитация фактуры и оттенков дерева, широкий выбор цветовой гаммы фальшбалок, малый вес, полимерные доски внутри полые. Такая отделка не дает особой нагрузки на облегченный фундамент каркасника. Отличные технико-эксплуатационные свойства, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, температурным перепадам, неподверженность гниению, инертность к органике и отсутствие деформаций. Немаловажный аргумент в пользу имитации фахверка полиуретановыми балками – доступная стоимость полимерных материалов. Варианты основы под фахверк. Монтаж балок происходит на подготовленные основания. В каркасном домостроении популярны три варианта. Обшивка ЦСП, оштукатуривание стен, использование ОСБ плит. Наиболее практичный метод – применение цементно-стружечных плит ЦСП. Материал имеет высокую плотность, хорошо переносит продольные нагрузки и не боится осадков. Обшивка ЦСП придает каркасу дополнительную прочность. Композитные плиты – лучшая основа под фахверк. Соотношение цены и технических качеств материала оптимально. Оштукатуренные стены отличаются трудоемкостью процесса. Кроме того, учитывая особенности быстро возводимых домов, этот способ не рекомендован для облицовки. Временные подвижки каркаса могут привести к растрескиванию слоя штукатурки. ОСБ-плиты – бюджетная технология, материал целесообразно использовать при сооружении дачных домов и небольших построек. Нюансы использования ОСБ-плит. Необходима качественная обработка биозащитой, предупреждающей появление плесени. Особое внимание на торцы полотен. При регулярном контакте с водой они могут разбухнуть. Со временем ОСБ-плиты меняют цвет и требуют покраски. Пошаговый инструктаж по отделке фасада. Опишем очередность отделки фасада дома в стиле фахверк своими руками. Весь ход работ условно можно разбить на несколько этапов. Проектирование и разработка эскиза. Первым делом надо составить план-раскладку деревянных балок. Необходимо отталкиваться от рабочего чертежа самого дома. При составлении эскиза стоит придерживаться следующих правил. Размещение стоек не привязывают к швам ЦСП плит, наоборот, облицовочные панели подстраивают под эскиз расположенных балок. Верхняя и нижняя обвязка ригели
раскосы и вертикальные опоры должны оставлять впечатление не декоративных, а несущих элементов. В раскладке стоек и досок приветствуется симметрия. В обрамлении оконных и дверных зон желательно придерживаться единой тактики. Необходимые материалы и инструменты. Для реализации фахверк фасада понадобятся следующие материалы: плиты ЦСП толщиной 12-16 мм, деревянные балки шириной 15 см или полиуретановые планки, бруски для крепления ЦСП на каркас, утеплитель, ветрозащитная мембрана, крепежи саморезы по дереву 3,5 на 5,5 мм, краска, защитная пропитка для дерева. Из инструментов надо подготовить перфоратор, шуруповерт с насадками и сверлами, болгарку для резки плит, уровень, рулетку, шпателя, валик, угольник и карандаш. Раскрой и крепление плит ЦСП. Сопоставляя габариты и конфигурацию стен с размерами облицовочных плит, следует выполнить раскрой ЦСП. До монтажа полотен необходимо заполнить каркас теплоизоляционным материалом, а поверх утеплителя закрепить ветрозащитную мембрану. Последующие действия. Зафиксировать вертикально деревянные бруски. Шаг крепления зависит от ширины раскроенных полотен ЦСП. В плитах просверлить отверстие, диаметр равен толщине саморезов. Шаг по краям 20 см, посередине 40 см, отступ от 1,5 см. Торцы листов обрабатывать укрепляющей грунтовкой. Закрепить ЦСП плиты, соблюдая зазор между элементами 3-5 мм. Шляпка самореза должна углубляться в полотно на 1-2 мм. Грунтовка и покраска стен. На этом этапе выполняется финишная отделка стен перед креплением балок. Ход работ. Зазор между ЦСП плитами заполнить атмосферостойким составом. Необходимо обработать и места крепления шляпки саморезов. Нанести укрепляющую грунтовку на стены, используя валик. Оставить поверхность до полного высыхания. Подготовить краску, тщательно размешать основу с колером и нанести на стены. Как правило, одного слоя недостаточно, чтобы перекрыть серые плиты ЦСП. Для достижения однородности цвета окрашивание желательно повторить. Подготовка и монтаж балок. Доски для отделки фасада должны быть хорошо просушены. Далее материал ошкуривается, подвергается обработке антипиреновыми пропитками и защитными составами. Такие мероприятия направлены на снижение способности дерева к возгоранию и повышение стойкости к осадкам, солнечному излучению. Пропитка антисептиком защищает балки от появления гнили и нашествия насекомых. Заключительный этап подготовки – покраска досок в темный цвет. Монтаж балок. Согласно эскизу раскроить пиломатериалы. Готовые элементы закрепить саморезами, соблюдая план-раскладку. Порядок действий при работе с полиуретановыми планками несколько проще. Они не требуют предварительной обработки и фиксируются с ЦСП жидкими гвоздями. Секреты декора в стиле фахверк. Фасады домов в немецком стиле фахверк имеют некоторые общие черты в исполнении. Этажи визуально разграничиваются одним или двумя рядами горизонтальных балок. В оконных рамах присутствуют переплеты. Входные двери преимущественно массивные, из дерева, без остекления. Водосточные трубы, дымоход и вентиляционные отводы соответствуют цвету балок. Фундамент дома декорирован натуральным или искусственным камнем. В традициях фахверк украшать подоконники вазонами и кашпо с цветами. Облагораживание фасада в средневековом европейском стиле прижились в современном каркасном домостроении. Имитация фахверк способна кардинально изменить внешний вид постройки, придав ей оригинальность и презентабельность.